Всем привет, это freestudio21.com. Продолжаем читать текст из Objective IELTS Intermediate, и это тест-фолдер, и это продолжение, третья часть, ссылка на первые две стоит в описании видео. Это Academic Reading, поэтому уровень сложности текста соответственный. Ну что ж, начнем. Social Interaction. Социальные взаимоотношения. Mrs. P sneezes violently. Mrs. Q says, "Bless you." Mrs. P says, "Thank you." Again, this hardly seems to be a case of language being used to communicate ideas, but rather to maintain a comfortable relationship between people. No factual content is involved. Similarly, the use of such phrases as "good morning" or "pleased to meet you" and conventional exchanges about health or the weather do not communicate ideas in the usual sense. Миссис Пи громко чихает. Миссис Кью говорит: "Будьте здоровы." Миссис Пи отвечает: "Спасибо." И опять же, это едва ли кажется случаем применения языка для сообщения своих мыслей. Но это скорее поддержание удобных взаимоотношений между людьми. Здесь не присутствует никакого содержания. Точно так же употребление таких фраз, как «доброе утро», «рад тебя видеть» и общепринятые обмены фразами на тему здоровья или погоды не сообщают идеи или мысли в обычном понимании этого слова. Итак, что у нас здесь интересного? Значит, обратите внимание на вот это хорошее выражение «sneezes violently». Ну, sneeze, допустим, это чихать, ясно. Причем здесь слово violently. Violently мы все знаем, что это что-то насильственное, от слова violence. Здесь это яростно. Ну, поскольку яростно чихать как-то не очень звучит, будем говорить громко чихать, интенсивно еще тоже как вариант, вот интенсивно может быть. Далее, обратите внимание на вариант ответа на чихание. То, что у нас говорится «будьте здоровы». Это недословный перевод, естественно. Такие фразы не переводятся дословно. Далее, thank you, здесь в принципе все ясно. Далее обращаем внимание, вводное слово стоит again. Его можно игнорировать. Опять-таки. Здесь я просто перевела опять-таки, потому что, ну, так красиво. Далее слово hardly, едва ли. Далее, seems to be the case of language being used to communicate ideas. Вот как можно сделать так, что очень простую мысль невозможно просто даже найти в предложении. Это едва ли кажется случаем употребления языка. Мы же помним, что это academic reading, поэтому здесь текст сложный. И если же ту же самую мысль сообщить иначе, то можно сказать так, что in this case, language is not used to communicate ideas. Вот так вот, что-то в этом роде. То есть убрать вот эти пассивы все, убрать вот эти все вводные слова, там seems и все такое, ибо никакой роли оно здесь не играет. Далее, скорее всего, rather. Далее, поддержать, ну и в принципе дальше все нормально. Relationship between people. Взаимоотношения между людьми. Далее очень хорошая фраза следующая. No factual content is involved. Если дословно, никакой фактический контент или фактовый контент не применяется. Ну, о чем речь? Ни о чем. Значит, можно сказать, кстати, здесь эта фраза ни о чем. Или же, если нам не нравится говорить так уже разговорно, можно сказать, что здесь нет никакого смысла. Причем здесь нет никакого смысла, здесь не в том смысле, что, в общем, фразы бессмысленные и ненужные, а в том смысле, что никаких фактов не сообщается. Factual content. Наполнение фактами, это если уж дословно. Далее similarly. Здесь это similarly можно перевести как точно так же или так же. Обратите внимание, что почти в каждом предложении есть такая первая вводная фраза. Вот как здесь, допустим, было again, вот здесь similarly. Дальше у нас the use of such phrases, здесь в принципе все ясно. Далее conventional exchanges about health or weather.
Общепринятые обмены фразами. Вот это exchange, здесь нет обмен фразами выражения, я его придумала, но здесь имеется это в виду. Обмен любезностями, по-другому говоря, обмен какими-то репликами. Здесь просто исходя из контекста. Далее, in the usual sense, вот это тоже хорошее выражение, в обычном смысле слова. Phrases of this type often state the obvious, for example, it's a lovely day, or have no content at all, for example, hello. They are used to maintain a friendly relationship between people, arising out of the basic human need to signal such an attitude. If someone does not say these sentences when they are expected to, their absence may be interpreted as a sign of distance or even danger. Во фразах такого типа обычно утверждаются очевидные вещи, например, «чудесный день», или вообще нет никакого содержания. Привет. Они используются для поддержания дружественных взаимоотношений между людьми, являясь удовлетворением базовой человеческой потребности в такого рода отношениях. И если кто-то не говорит такого, когда люди ожидают это услышать, отсутствие таких фраз может быть понято как признак недружелюбности или даже опасности. Или угрозы. Phrases of this type. Ну, фразы этого типа. Здесь, в принципе, все понятно. Дальше начинается вот это интересное. State the obvious. Утверждать очевидные вещи. Здесь нет слова «вещи», оно подразумевается, потому что перед ним стоит вот это «the». «The» не ставится перед прилагательными, естественно, но перед существительными ставится, поэтому здесь obvious это как бы существительное, собирательное такое. Из серии the poor, the rich, the obvious, вот в таком вот виде. Have no content, в принципе, все понятно. At all, вообще. Далее вот это вот IG, эти аббревиатуры, это в принципе то же самое for example. Но если уж на то пошло, то это не for example, а exempli gratia. Это латинское выражение, просто вот лично мне нравится говорить его for example, обычно люди его так и читают. Далее, они используются, чтобы поддерживать. И далее, friendly relationship, здесь в принципе все ясно. Arising out of the basic human need. Если дословно, вырастая из основополагающей или основной человеческой потребности подавать сигнал такого отношения. Ну, в принципе, почему бы и нет, можно и так говорить, это очень красиво, очень грамотно и вообще. Далее, если кто-то не говорит, кстати, обратите внимание, что здесь после if стоит someone. Вообще говоря, после if обычно не ставится местоимение some, обычно ставится с any. Но с any, когда мы говорим, это более разговорный вариант. Поскольку здесь, опять же, здесь academic reading, здесь текст невероятно такой умный, невероятно такой грамматически сложный, и поэтому это пример формального стиля. Вот еще один пример формального стиля, some после if. Далее, when they are expected to, когда они ожидаются, здесь, по идее, должно было быть так, are expected to be said. Вот так вот. Это здесь даже немножечко сократили, потому что если уже написать совсем полностью, то никакой страницы не хватит для такого текста. Далее, absence, отсутствие, может быть понято, если дословно, может быть интерпретировано или переведено даже. Обратите внимание, что стоит may, то есть это предположение, это не есть, что в 100% из 100, но это может быть понято неправильно, как говорится. Далее, as a sign of distance. Слово distance можно перевести дословно как сигнал или признак отстраненности. Можно сказать высокомерие, можно сказать недружелюбности, тоже как вариант. И далее even danger, даже опасности. Но в данном случае опасность это почти то же самое, как если бы здесь threat поставили, угроза. Едем дальше. These illustrations apply to English and to many European languages. But cultures vary greatly in the topics which they permit in this type of social interaction. The weather is not as universal a conversation filler as English people might like to think. Other topics are used to serve the same purpose,
And some cultures avoid this type of language and prefer silence. Эти иллюстрации относятся как к английскому языку, так и ко многим другим европейским языкам. Но в разных культурах приняты разные темы, которые позволяют осуществлять такой тип социального общения. И эти темы очень сильно отличаются. Тема погоды не есть универсальной темой для разговора, как англичане могут об этом думать. Той же самой цели служат и другие темы, а в некоторых культурах вообще избегают такого типа речи и предпочитают молчание. Итак, что мы здесь имеем интересного? Ну, this illustrations, в принципе, ясно. Вот это apply to, очень хорошее выражение, относится к английскому и к другим европейским языкам. Ну, здесь, к многим, точнее, европейским языкам. Здесь все более-менее дословно. А вот дальше, следующее предложение, перевести дословно достаточно тяжело. Поэтому я лично фантазировала как могла, но если дословно, получается такое. Но культуры отличаются очень сильно в темах, которые они позволяют в этом типе социального общения. Вот так вот. Ну, вы сами понимаете, что получается. Получается какая-то ерунда. Слово very. В данном случае не путайте, пожалуйста, со словом very очень. Они пишутся по-разному. Это very, это различаться, варьироваться. Это от слова variance. Вот такое. Далее слово greatly. В большой мере или сильно. Здесь можно было much поставить и не морочить себе голову. Равно much, но поскольку текст у нас официальный и научный, поэтому much это не очень-то литературное слово, это так, для разговора. Далее, которые они разрешают, имеется в виду культуры разрешают, they это cultures. Далее разрешают в этом типе социального social interaction, социальные взаимоотношения или просто человеческое общение, тоже как вариант, можно и так это понимать. Далее, все более-менее понятно. Вот эта интересная фраза. Universal conversation filler. Если дословно, универсальный заполнитель разговора. Или наполнитель разговора. То есть, по большому счету, универсальная тема для разговора. Вообще, очень хорошее выражение, вот это conversation filler. Тема для разговора. Можно, конечно, topic было сказать, но topic, во-первых, было в предыдущем предложении, поэтому, сами понимаете, повторение это нехорошо. Причем тема для разговора, которая такая, никого ни к чему не обязывающая. Недаром здесь filler стоит, заполнитель разговора. Далее might, обратите внимание, здесь уверенность едва ли на 30%. Далее other topics, пожалуйста, здесь опять слово topic стоит, тема. Используется, ну и в принципе дальше все понятно, serve the same purpose, вот это хорошее выражение, служить той же самой цели. Далее, avoid this type of language, избегать такой речи, или избегать речи такого типа. Едем дальше. The power of sound, сила звука. In many situations, the only apparent reason for a use of language is the enjoyment that the users or listeners gain from the sounds, and this applies to all age groups. Many children's rhymes are of this type, as are the lyrics of popular songs and the voices of individuals singing in the kitchen or the bath. Во многих ситуациях единственная понятная причина использования языка – это получение удовольствия говорящими или слушателями от звуков. И это относится ко всем возрастным группам. Таким типом языка являются детские стишки, а также слова популярных песен, ну и также пение на кухне или в ванной. Итак, здесь интересное вот это. The only apparent reason. Единственная понятная причина. Можно говорить явная причина, можно говорить понятная причина, очевидная, в конце концов, тоже может быть. Далее вот это reason связано с вот этим словом for. Вот это for, это для связки слова reason и последующих слов, которые дальше. Далее удовольствие, enjoyment, которое пользователи, ну или говорящие по большому счету. И далее gain. Вот это gain связано со словом enjoyment. То есть, по сути, здесь выражение gain
enjoyment. Это дико официально. Обычно можно не заморачиваться и говорить просто enjoy. Это будет то же самое. То есть можно было бы сказать the only apparent reason for a use of language is that the users and listeners enjoy the sounds. И все. До вот этой запятой. Далее опять applies to all у нас звучит. Оно звучало в предыдущем абзаце. Относится к. И далее age groups, возрастные группы. Далее children's rhymes, детские стишки. Rhymes, rhyme это рифма, но в данном случае это детские стишки. И далее lyrics of popular songs, слова популярных песенок. Ну и далее тоже надо немного фантазировать, потому что если дословно, получается не очень красиво. Голоса людей, поющих в кухне или в ванной. Ну, в принципе, можно и так говорить, ничего страшного, но просто оно будет так немножко некрасиво. Вот такой вот текст. Ну что ж, на это сказать. Как видите, в плане грамматики academic reading всегда очень насыщен. Очень много сложной грамматики. Вот для этого, собственно, эту сложную грамматику и изучают. И при этом следует помнить, что такая сложная грамматика это не для того, чтобы экзамены хорошо сдать, а это для того, чтобы потом учиться где-то в колледже или еще где-то. Потому что при обучении именно такого рода опусы и приходится читать. Ну и, конечно же, слова. Здесь, как видите, очень много синонимов тех слов, к которым мы все привыкли. Но, тем не менее, здесь вроде бы как все то же самое, но другими словами, более умными, если можно так выразиться. То есть, вместо того, чтобы enjoy, gain enjoyment. Вместо того, чтобы там одним словом сказать, нужно сказать 2-3 словами. Вместо того, чтобы сказать просто senseless, no factual content is involved. И так далее, и так далее. Ну, почему бы и нет? Это просто, как говорится, другой стиль речи, и поэтому море слов, которые, возможно, я нигде никогда не встречала, и более того, я ими не пользуюсь. Напоминаю, что это книга Objective IELTS Intermediate. Ссылка на скриншот страницы в описании видео, равно как и ссылка на 2 предыдущие части этого текста. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.